Сегодня мы поговорим о взаимосвязи прикуса с эмоциями человека, фертильностью женщин и потенцией мужчин. Так что оставайтесь с нами до конца. Из прошлой беседы с Александром Дмитриевичем мы выяснили, что прикус, оказывается, влияет не только на то, как выглядит лицо человека, но и на здоровье организма в целом. Так вот, у меня к вам вопрос. Какие такие физиологические струны затрагивает окклюзия? Как она влияет на способность человека радоваться, испытывать эмоции, состояние злости, может быть, тревоги и радости? Да. Если бы не было у нас прикуса, нам бы было печальнее жить. Потому что исследования показывают, что, например, люди, у которых отсутствуют зубы, которые приобретенная адентия называется, они теряют способность к запоминанию. То есть не полная амнезия, но у них ухудшается память и всевозможные расстройства органов висцеральной системы. Висцеральная система – это органы пищеварения, кишечника. И поэтому их здоровье именно и будет зависеть от положения тела и, естественно, от гармонического прикуса. Практически вся внутренняя система висцеральная, она подвешена к нижней челюсти и к маленькому бугорочку на затылочной кости. Это глоточный бугорок. И это всем управляет окклюзия. Поэтому я всегда говорю, что стоматолог – властелин висцеры. Это работа нашей пищеварительной системы, дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы. А как это влияет на настроение? На настроение? Если у вас несварение желудка, дальше говорить не нужно, да? Да, все очень просто. Хорошо кушаешь, ведь это, как назвал Рудольф Славичек, великий профессор, это жевательный орган. Куда входит не только окклюзия, мы крутимся, окклюзия, прикус. Нет, туда входит и язык, дыхательная система, и все это еще увязано с глазодвигательной системой, то есть единый комплекс, и дыхательная система. Поэтому, если у человека будет нарушена окклюзия, у него будут проблемы также с дыханием. Также мышцы будут приходить в гипотонию, у него начнутся проблемы храп, апноэ, остановка дыхания ночью. И, естественно, нарушатся обменные процессы, головная боль, невысыпаемость, утомляемость, и человек вообще не боеспособен. У меня тогда вопрос такой. У меня есть несколько пациентов, которые после лечения пародонтита, мы понимаем, что при пародонтите зубы подвижны, а после лечения пародонтита обоняние возвращается в течение короткого промежутка времени. Это с прикусом связано или с инфекцией больше? Это связано со всем. Потому что, во-первых, инфекция. Насколько она инфекция, насколько она вредит организму. Вообще сапрофиты, при определенной ситуации, они вдруг стали вредить человеку. А с прикусом, да, потому что если пародонтит, ему больно сжать зубы, естественно, человек в большинстве случаев начинает дышать через рот. Но у нас для дыхания и для получения нормального состава смеси, которая попадает в легкие, существует носовые пути. То есть вы можете сейчас спокойненько взять и попробовать сесть ровненько и подышать, и посмотреть, через какой носовой ход будет идти воздух. Скорее всего, он будет идти через нижний ход. Но там есть такое образование анатомическое, как гайморовая пазуха. И слизистая гайморовой пазухи, она как раз и выделяет монооксид азота, который способствует усвоению кислорода организма. Поэтому плюс еще обеззараживание воздуха. И представьте, мы дышим ртом. Куда организму деваться? Что ему нужно сделать? Он увеличивает миндалины небную. И начинаются аденоиды. У человека появляется этот термин. Все знают. И то есть человек начинает дышать через рот. Естественно, у него
происходит изменение постуры, то есть положение тела вперед. У него голова уходит вперед, лицо становится птичьим, есть такой термин, и, в общем, человек уже обречен на неправильную, некачественную жизнь. А, естественно, женское здоровье. Дыхание нарушается. Если мы сейчас коснемся нашего короля эндокринной системы, это гипофиза. Но если мы изменим ток воздуха, раздуем ноздри и вдохнем через нос, то у нас начнет охлаждаться вот здесь во лбу и там в глубине на крыше глотки. Там что проходит? Там находится основная пазуха. Пазуха клиновидной кости, основной кости. А над ней, сверху, что находится? Гипофиз. Гипофиз, да. И поэтому эта пазуха должна работать, охлаждаться, нормально функционировать. Для чего? Для того, чтобы поддерживать оптимальный режим температурный для работы гипофиза. А в какой момент человек начинает дышать ртом, а не носом? То есть это с мышцами, с прикусом? Нет, с чем мы это говорили связано, много на прошлой передаче, что из положения или положения нижней челюсти прикуса у нас пока нет. Вот тогда все формируется. Вот. Опять же, неправильное вскармливание, неправильное напряжение мышц, расположение костей верхней челюсти, где могут происходить всевозможные нарушения развития. Вот, и человек начинает просто неправильно дышать. Он дышит ртом. Насморк родители не предусмотрели, дети всегда болеют. Но нужно знать, что делать. Не убрали, допустим, слизь, не отсосали каким-нибудь вакуумным экстрактором. Ну, самое лучшее, такая пипетка взял и у ребеночка убрал. Вот. И так, чтобы ребеночек дышал обязательно носом. Просто следить, закрывать, вредные привычки. Если ребенок сосет палец, это уже сигнал, что будет проблема. И, допустим, ребенок находится в матке, и сейчас аппаратура позволяет увидеть его положение в матке, и мы вдруг обнаружили, что ребенок начинает сосать палец внутриутробно. Да, они так делают. Да, так они делают. Ну а почему это происходит? Да потому что произошел какой-то стресс во время развития человека. Ведь, например, женщина, когда в Киеве когда-то вел мастер-класс, когда еще были счастливые времена, и вот я показал лицо эмбриона, сказал, вот где-то 5 недель. Посмотрите, здесь уже нарушение есть. И вот одна коллега мне сказала, ну, конечно, в этот период женщина понимает, что она забеременела. Ну, и в зависимости от состояния. Это реакция. Женщины, да, женится, не женится, что делать? А ребенок это все слышит уже. И, естественно, происходят всякие нарушения. И дыхательная система выходит, и недоразвитие костей. Вот вам и оттуда и начинаются проблемы со здоровьем женщины и мужчин. Каким-то образом прикус, есть какая-то взаимосвязь с мужским здоровьем. Ну, говорю откровенно, да, с потенцией. То есть не было зубов, зубы поставили, и жизнь начинает налаживаться. Естественно. Ведь раньше как рабов отбирали? По зубам. Все. Не только рабов, Да. еще лошадей, жен. Ну да, мы относимся к разряду млекопитающей группы, поэтому да. Поэтому не надо общаться с людьми с плохими зубами, потому что я уже говорил ранее, что каждый зуб отвечает за орган, и очень четко можно просчитать, как человек относится вот к такой интимной проблеме, как секс. Вот. То есть это не проблема, это наслаждение. Пардон, тут я ошибся. Вот. Как это относится? Люди с плохими зубами, ну, что я могу сказать? Ну, неприятный запах изо рта, очаровательная улыбка через зуб. А некоторые женщины предпочитают гиалуронку стоматологу. Объясню, да, контурную пластику, то есть натягивание мышц, увеличение губ, закрытие как морщин. бы со своим недостатком я еще не прошел обучение как косметолог.
Вот, потому что много там перечислять, чего я наделал в жизни и чего достиг. И вот как косметолог я занимаюсь как раз косметологией. И расскажу случай из практики. Я приехал на конференцию и смотрю, идет моя знакомая. И я смотрю, что по движению тела очень тяжело мне жить, потому что сразу, глядя на красивую женщину, сейчас все равно подкорка начинает считывать там то, но потом присмотришься, все-таки хорошенькая. Вот, и я обнаружил, что у нее походка изменилась, и проблема связана с зубами. Мы встретили, все. Я говорю, тебе кто зубы делал? Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, вот такой я. И говорю, у тебя там нарушение от зубов. Да нет, они мне нравятся. Я говорю, хорошо. Я ей показал пару тестов и показал, что проблема от зубов. И она начинает вспоминать, что да, действительно, вот у меня там шея как-то не то, там вот таз болит и т.д. и т.п. Но я говорю, хорошо, давай, можно к тебе приеду? Я говорю, не проблема, высылай мне снимки, я посчитаю и приезжай. Мы будем заниматься твоей постурой. Так получилось, что мы встретились через полгода. Снимков не было, и она с радостью бросилась ко мне, сказала, когда, я готова. Я сказал, никогда. Все, лечение наше окончено, потому что эта дама сделала общую подтяжку лица. Да что? Тебе прикус, говорю, нужно повышать. А где я возьму ткани? Это так влияет? Конечно. То есть, если сделать пластику, не нормализовав мышцы? Да, потому что косметолог и стоматолог должны работать в паре. Или, как я это сделал, чтобы не заморачиваться с тем спорта. Да, у меня случай, когда мы определяем индивидуальный прикус, выстраиваем окклюзию. Естественно, перед этим мы работаем с телом. Все это балансируем. Делаем окклюзию. У нее уже естественно, если вы повысите, у вас и носогубная складка расслабится, и подбородок уйдет. Но останутся какие-то проблемы. Да? И вот здесь мы очень легонечко используем филлеры, используем такие системы IPRF. Сейчас как Обожаю. Да, вот сейчас я придумал методику, как из него сделать типа филлера из IPRF. Я уже знаю, как это... Как в тканях. Нет, я знаю, что нагревает, но это именно... Нет. Это мы потом поговорим. Да, может, и не стоит уже патентовать. Я не знаю, я не могу все уследить, да. Может, методика... Да. Вот, мы поговорим. Мы это все выравниваем. Но после восстановления прикуса. Если люди хотят иметь совсем белые зубы, если им от этого хорошо, здорово, какие-то там скулы, губы, ладно, если им от этого лучше. По крайней мере, не корсеты, которые легкие перетягивают и сдавливают органы. Сдавливают, да. Вы знаете, откуда корсеты пошли? Почему это должно быть? Вот там определенно где-то не менее 33 сантиметров должна быть талия дотягивать. Это Мария Антуанетта придумала. И стандартом было как раз толщина талии, то есть объем талии, должен равняться объему шеи любимого мужчины. Кошмар. Да, это вот такая история о корсетах. Это же девушка, все, у нее там сдавление легких органов. Конечно, легких, не работают нижние отделы легких, печени, нарушается венозное кровообращение. В общем, все плохо. Вот. Поэтому, если бы это сейчас бы кто-то ввел в моду, наверное, моим женщинам повезло. Потому что я борьбой занимался, у меня все-таки шея потолще. И было бы намного легче. Ясно. Давайте вернемся к нашему вопросу. Если мы говорим про женское здоровье и прикус, как это все-таки взаимосвязано? Значит, прикус обеспечивает нормальную работу гипофиза. Правильно сказать, понятней, почему происходят проблемы. То есть при снижении прикуса происходит, опять же, изменение положения тела.
по отношению к позвоночнику, нарушается проблема снабжения головного мозга, естественно, того же гипофиза, который будет регулировать все эндокринные взаимосвязи с половыми органами, и начинаются всевозможные расстройства. Почему? Как правило, у нас при ортодонтических проблемах у нас происходит сжатие зубов и снижение прикуса. Но мы аппаратурой разводим, и через контрфорсы мы ослабляем давление на гипофиз. Естественно, он начинает функционировать. То же касается и мужчин. То есть, по факту, вся стоматология, вот именно остеопатия, то, что сейчас любят называть гонатологией, да, то есть ортопедия, ортодонтия, направлены на то, чтобы освободить клиновидную кость. Да, если человек имеет понятие об этой системе, да. Большинство не имеет. Это нас маленькое пока количество людей. И мы, так представляем, и так оно есть. Потому что ортодонтам масса фактов, которые приводят, что вот там аменорея была у девушки, да, месячные начались регулярно, как только мы расширили челюсть, не могла забеременеть, забеременела. Поэтому это все есть. Это как-то влияет еще на органы малого таза? Конечно. Во-первых, женщина одевает вот такие шикарные каблуки, да, и у нее что происходит? Для вас сегодня. И у нее что происходит? Меняется постура, таз опрокидывается, и у нее просто начинается застой в малом тазу. Поэтому отвратительно уходит кровь из конечностей, и начинаются всевозможные расстройства. Поэтому я всегда говорю и обучаю своих пациентов, потому что с горем пополам личной гигиене нас обучили чистить зубы, принимать душ, по-разному. Хорошо пахнуть. Да, по-разному, да, естественно. Я имею в виду цивилизованной части общества. А вот, например, такие вещи, как гигиена движений, нас не учат, нас не учат. Нас не учат правильно сидеть, нас не учат правильно передвигаться, устроить правильно постель. Это все даю на курсах своих, обучаю. Как вы можете долго лететь в эконом-классе? Я этому обучаю, показываю. Я всегда был возмущен, когда ты садишься в автомобиль и понимаешь, что это сделано не для тебя. Куда проще принять нормальное положение, проверить тестами, как организм себя чувствует, и установить приборы. У нас же все наоборот делается. То есть получается, что если с прикусом проблемы, то может быть проблемы забеременеть, проблемы... А у мужчин это так же? Да. На сегодняшний день мужчины до 25 лет уже где-то 40% с эректильной дисфункцией, с нарушением эрекции. А к чему это? Откуда такое увеличение? Что поменялось за это время? Все поменялось. Поменялось первое, это окружающая среда. Мы ее уничтожаем. Поэтому, мое такое мнение, что Земля рано или поздно просто от нас избавится, потому что мы неправильно на ней живем. Просто-напросто. А вот все-таки вопрос, почему у мужчин так рано, что происходит такого с прикусом, помимо окружающей среды, какие изменения? Что происходит с прикусом? У нас, смотрите, количество... Сейчас зададим вопрос по статистике. На каком месте сейчас, какое первое заболевание, самое первое у нас, на первое место занимает? Сердечно-сосудистое, на мой взгляд. Нет? А что? Зубоалвеолярная деформация. И чем мы их больше и лучше лечим, они больше и больше проявляются. И детей на сегодняшний день, если я помню, когда у нас в классе, на 3 класса, один человек ходил с пластинами, и там были постоянные что мы их ломали, все же рассматривали, это дети, то сейчас, если человек с нормальным прикусом в классе, это уже нонсенс, понимаете? Это связано с гиподинамией, с гаджетами, то, что дети больше времени стали вообще, проводить? у меня есть такой слайд,
это вообще бич. Потому что у меня есть такой слайд, я нашел в интернете, где, значит, ребенок сидит с гаджетом в матке, и стоит акушер, он говорит, сейчас я закончу и выйду. Да, мы достигли этого. Потому что, и вот тоже было вот какой-то передаче, я смотрел, девочка маленькая, 3 годика, она увидела бабушку, которая шла к дому, и она начала на стекле раздвигать пальчиком, чтобы приблизить бабушку. Ну, это, как говорится... А есть реальные же события, когда ребенок подходит, там увеличивает рыбку вокруг. Да, все это есть. Вот, и вот надо ограничивать гаджеты. Ведь вы помните, это Джобс сказал, господа, вы хотите деньги тратить на лечение? Пожалуйста, балуйте детей, вызывайте у них гиподинамию. Во-первых, ребенок как сидит с гаджетом? Он блокирует кровоснабжение мозга. У него глазодвигательный рефлекс начинает перенапрягаться и рассматривать этот гаджет. Плюс эти мелькания. Это ни к чему, потому что, к сожалению, модой врачи не занимаются или какими-то нововведениями. Это какой-то... Занимаются люди, кутюрье, это очень ответственно. Я говорил за автомобиль, да, вот врач должен там тоже решать вопрос, он там должен быть. Врач, специалист по биомеханике. То есть специалисты должны заниматься. А посмотрите, что сейчас происходит, когда ходят наши дети. Ну, мои, слава богу, не ходят. С младшей дочерью была попытка, вовремя договорились. Когда они ходят с голыми щиколотками в этих коротеньких брючках зимой. И когда идет девушка с этими голыми щиколотками, зима, она закутана вот это вот шарф, голова не покрыта. Ну, вот этот шарф для собирания выделения из носа. И там, господа, да вы, родители, куда вы смотрите? Потому что о чем это говорит? Да что у нас в обществе вообще никто не занимается воспитанием детей. Почему здесь в области кисти, кистевого сустава, голеностопного сустава есть точки юань, точки щели, так называемые, через которые сразу патологическая энергия сразу проникает в канал иглоукалывания. То есть идет патологическое поражение ее. Ребята, а здесь проходят, пожалуйста, меридиан селезенки, половые органы, почки, половые органы, мочевой пузырь. Все блокируется. Кого мы будем производить? Естественно, у нас зубы не допроизводятся, они вообще в зачатке не появляются. Это никакая не эволюция, это вырождение человека. Ну так вот, вот вам вся и сексуальная система. И если холод, это система воды, это поражение и страх. Это как раз то, что угнетает половую систему. Все. Холод и страх? Да, вот. Это как раз вот идет поражение половых органов через энергетическое переохлаждение зон, вот зоны Захария-Нагейда, зоны Чапмана, рефлексы Чапмана, и происходит поражение. То есть, получается, одно накладывается на другое и передается конечно, из конечно, мы не поколения в можем поколение. ничем-то одним вылечить, ну и вот чем-то там повредить пулей только можем. А так это все в комплексе. Ну и, к сожалению, я смотрю, эти кроссовки, куда ты одел кроссовки, холодные с носочком, их идешь по мода. А кто тебе придумает эту моду? Ну, вот что кроссовки? Подождите. Вы зимой в кроссовках ходить? Ну зимой в кроссовках. Да. Вы, извините, когда в этих топиках ходили, это же бразильская мода, топики оттуда пошли. Ну вы видели хоть одну бразильянку, которая там в тулупе ходит? Тоже красивый, расшитый тулуп. Нет, у них ума на это не хватает. Только мы, как обезьяны, уничтожая свое будущее, вот перенимаем такие манеры нехорошие. Вот вам весь секс, вся эрекция. И, как говорят, вы довольны своим первым опытом? Ну, да, все мы довольны. Только мы не знали, что это не так совершенно. Поэтому... Начали с зубов, закончили кроссовками. Нет, правильно. Но, извините, зубы, жевательный орган, это если открыть Камасутру, там все описано, все участвует.
Да. Все взаимосвязано. А сейчас сосиски там едят, сардельки, там, боже мой, и соя геномодифицирована, идет стимуляция, ранняя стимуляция эндокринной системы у девочек. Они рано созревают. Вспышка у мальчиков. Продукты тоже ведут? Конечно, у мальчика вот эта вспышка, как там сексапильность, пильность и тому подобное, вот это склонение их, да, они и приводят потом, что нарушение эректильной способности. Извините, по природе это все нормально. Это как ускорители роста. Конечно, да. А по природе это все нормально должно происходить. Есть данные, что, допустим, кто начал ранней половой жизнью женщины заниматься, у тех большая предрасположенность к онкологии половых органов. Опять про Да. онкологию. А почему? Да потому что вот ранняя дефлорация, она приводит к нарушению созреванию микрофлоры. Вот все должно в свои сроки, все прописано. Все. В Кабале, в Коране, везде все прописано, все есть. Это вековые наблюдения. Вот даже есть такой закон Рита, или эффект кобылы Мортона, когда пытались, доктора Мортона, пытались скрестить зебру с кобылой английской, а никому на сегодняшний день зебру ни с кем не удалось скрестить. Ну, какая-то она у нас особенная. Я не вдавался в этот вопрос, почему зебра, но не скрещивается она ни с кем. Вот. И когда это все увенчалось неудачей, оставили эти попытки, и через год ее покрыл жеребец этой же породы, и родился жеребенок с расцветкой зебры. Ну, этот коричневый, но только черные зебры, полосы зебры. Вот, и тогда это заинтересовались, это было названо или закон Рита, или телегония, что информация передается, вот даже если сперма попадет на тело, и очень большие проблемы. Это целое, вот в моем мастер-классе, и сейчас вот я читал лекцию То есть это сколько партнеров, о столько... причинах, да, там потом уже твоим генам некуда уместиться. Но очень интересно, что ну, говорят данные, что захватывает 50% информации от первого самца женщины. Ничего себе. Да, Поэтому так говорят, что очень важна какая первая да, любовь. да. Будет? Именно подбор. Да. Поэтому это очень важно. Долго могу на эту тему говорить. Если вы, конечно, не знаю, можете дать какие-то вот краткие рекомендации вот в рамках сегодняшней нашей встречи. Для увеличения либидо. Ну да, эмоционального состояния улучшения. Эмоциональное состояние. Несколько у нас стимуляций для опиатной системы. У нас Наркотики? много, они тоже. Вот, например, еда. Поел, там уже секса не хочется, хочется спать. Вот. Но мы эту тему не рассматриваем. Ну, какие рекомендации для повышения либидо? Значит, элементарные действия. Возьмете ваточку, так чуть-чуть усик сделаете, и так введите в ноздрю и чуть-чуть повозбуждайте. И, в общем-то, это помогает. Вот. Ну, еще, если легкий ужин, конечно, с определенными продуктами нужен. Курение это все плохо делает. И вообще ярый противник курящих людей. И вообще этого процесса дикого. Ну и дальше все. Любить только друг друга. И тогда открывается все... Вот давайте все-таки зубы. зубы. Ну, зубы сейчас легче. Если у вас плохие зубы, сейчас продаются там на Алиэкспресс вот эти времянки. Вы можете одеть, провести ночь с любимой, с любимым, вот, и быть счастливым. Потому что, естественно, ну, посмотрите, какие вот зубы. Ну, это же красота. Да? А давайте сейчас заклеим пару зубов, и что мы увидим? Нет. Поэтому нет. Вот красивая женщина, красивый мужчина, это прежде всего, конечно, улыбка. Это вибрационные даосские техники, и которые, кстати, очень прекрасно действуют на гипофиз, массаж гипофиза. Я могу сейчас поделиться. Вот это как раз очень хорошо. Хрюкайте, и будет вам счастье. Научите правильно хрюкать? Да. Вот. Очень интересный способ, простой. Значит, вы вот... Ну, давайте с вас, Оленька, начнем. С меня? Да. Только ноги не перекрещивайте. Хорошо.
Это два врача, где нельзя перекрещивать ноги. Это гинеколог и стоматолог. Ну, гинеколог понятно, а вот у стоматолога вы уже прикус не определите правильно. Если человек ноги перекрестил, у вас в кресле. Следите за этим. Хрюкните. Ну, еще. Смотрите, у меня нет силы диафрагмы. Поэтому и секс, наверное, такой окрашенный, как у вас. Хрюкаете. Потому что это вибрация всех диафрагм. Хрюкаете. Ну, Оленьке понятно, ей нужно заниматься. Я ей подскажу, как это делать. Поэтому... А у меня аллергический ринит, да. Да, можно объяснить неудачи чем угодно. Да. Нет, все очень просто. Хрюкайте, именно проявляйте хрюк. Вот точку глабелла над переносием. Там третий глаз. То есть это проекция гипофиза. Скажите на русском языке, межброви. Мне когда вот косметологи говорят, это глабелла. Вот это носогубные складки, а вот это глабелла. Да. Над переносием, да. Вот. Вы направляете хрюканье в это место. То есть... Да. Дальше произойдет вибрация, именно это вибрационные техники. Дальше закрываем один нос и направляем хрюк и с открытой ноздри в глаз. И вы почувствуете вибрацию глаза. Сюда же. Все нужно делать это. И дальше. Чтобы симметрично все делать. Дальше глаза смещаем в сторону уха. Вот у меня, я человек натренирован, у меня просто даже ушная раковина вибрирует. Да? То же самое. Вот и все. Развивайте, хрюкайте. Видите, в машине хрюкайте. Хрюкайте, и все у вас будут, и дети будут. Да, и дети будут здоровы. Вот это один из способов стимуляции и обеспечения такой железы, как гипофиз, кровью. Вот. Ну, то есть, по факту все склоняется к кровообращению. Конечно. Мышцы – это кровообращение. Ну, только лимфоток, это лимфа-то, она там везде, где даже эритроциты, естественно. Ну, вот, собственно, говорят, что у нас в организме два сердца. Это сердце, которое сокращает, и кровь оттекает, и мышцы, которые сокращаются, оттекает лимфа и венозная кровь. Не только мышцы, есть и теория, действительно, теория это показывает, практика, что вот все кровообращение – это в венулах. Очень интересная книга «Локаторы здоровья», Вельховер, автор. Это где-то 50-е годы издания. Мы, наверное, тоже напишем, потом внизу оставим, как называется правильно. Пожалуйста, книга. ее почитайте, и вы совершенно будете по-другому смотреть на организм свой, как нужно ухаживать за ним. Александр Дмитриевич, невероятно вообще интересная тема получилась у нас сегодня. Даже... Спасибо. Волшебная у нас сегодня встреча с полезными рекомендациями. Подписывайтесь на мой канал, смотрите, ссылки под видео будут меняться. Я думаю, там будет появляться периодически полезная информация, поэтому не забывайте про нас после того, даже как один раз посмотрите. И до новых встреч! До новых встреч. Спасибо большое. Заведующий кафедрой постдипломного. Блин, все. Нет! Оля, ну что ты? Факультета постдипломного. Это мое стильное место самое. Да. Представляете? Не на талии лежит пояс, а именно здесь перетягивают. И жировые клетки, естественно. А пояс должен лежать... Совершенно верно, чтобы получить красивую попу женскую. Вы меня сейчас расстроили. Вы же говорили про Ольгу Сергеевну, кто это? Я представляла себе Ольгу Сергеевну, тут девочка какая-то приходит. Эмбриология очень красивая, есть описание, просто романтические такие фразы. Например, вот когда идет рост лицевого скелета, то есть эмбрион начинает наклоняться. И это в эмбриологии, допустим, Блэкшмидта описано, что это первый поклон жизни. Красиво очень. Очень красиво, да? Я когда училась в художественной школе, кстати, у нас были уроки красоты. Вот, это видно. Да, как сегодня меня гримировали, это я понял, да, все правильно. Спасибо. Красота периодически отклоняется от гармонии, от здоровья. А многие просто не понимают, что эстетика – это сочетание функций и гармонии. Совершенно верно. А ты крикни, кстати.
Вау! Это то, что нам нужно.